Вот эта вода, мури, заменяет собою квас, кефир, айран. Что там еще используется для холодных супов? Накрыть крышкой вот так вот этот тазик и потрясти как следует. Эх, ну вот, извозился. Вот видите мясо? Раз и разваливается на кусочки. Ты такой великий человек, что тебе надо наливать из самых великих бутылок, которые только двумя руками и удержишь. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Мама меня родила не для того, чтобы я за модой следовал. Я рожден для того, чтобы, извиняюсь за нескромность, создавать моду. А если не создавать, то, по крайней мере, переносить ее с одного места на другое. Я 13 лет назад приехал из Средней Азии с хорошим багажом знаний о многих национальных кухнях народов, которые жили вместе с нами в Узбекистане. Среди прочих других народов у нас жили корейцы. О корейцах я сегодня хотел бы вам рассказать и затронуть маленькую часть корейской кухни – великий суп кукси. Потому что кукси в Узбекистане очень модный суп. Его любят все – корейцы, русские, узбеки, представители любых национальностей, которые и до сегодняшнего дня живут в Узбекистане. Я взял чуть меньше 2 ложек соли и собираюсь их размешать. Я сюда добавил чуть меньше 2 ложек соли. Умеете посолить воду так, чтобы даже капля ее, попавшая на язык, раскрывала аппетит, чтобы слюна появлялась во рту? Значит, правильно посолили. Теперь в эту же воду примерно ложка сахара. Немного соевого соуса, так, чтобы цвет у воды, а эта вода называется мури, получился темным, красивым. Посмотрите, какой цвет. Соль, сахар, соевый соус. Но теперь нам нужно получить удачный кисло-сладкий баланс. Вот здесь у меня светлый рисовый уксус. Знаете, когда не было рисового уксуса, использовали обычную уксусную эссенцию. Разводили водой и давай. Ведь можно же добавлять понемногу и пробовать до тех пор, пока вода не получится приятной на вкус. Такое, чтобы ее вот прям пить да пить. Еще чуть-чуть добавлю. Хорошо, но слишком полезно. А не добавить ли мне чего-нибудь вредного? Например, глутамат натрия. Добавлю, потому что он и без того содержится и в соевом соусе, и в помидорах, и во всевозможных наших любимых сырах. Теперь к этой воде необходимо добавить немного порезанных огурцов. Огурцы настоятся в воде, передадут ей свой волшебный вкус. Также и несколько ломтиков хороших спелых помидор. Некоторые добавляют в мури немного укропа, а некоторые этого не делают.
я добавлю. Хорошо. Чудесно. Вот эта вода, мури, заменяет собою квас, кефир, айран. Что там еще используется для холодных супов? У каждого народа есть свой холодный суп. Окрошка, холодник, чалоп узбекский, азербайджанская довга. У корейцев это кукси. Мури надо поставить в холодильник. Пусть остынет так, чтобы зубы ломило. Мяса на этот суп необходимо немного. Я взял говядину, причем очень хорошую говядину. Это какие-то обрезки от вырезки. Ну, что поделать, вот готовили какие-то стейки, и осталось немного вырезки. Вот сюда бефстроганов и прочие блюда, где мясо нарезается соломкой, отлично подойдет. Мясо нарезаем строго поперек волокон. Вообще все, что я буду делать дальше, абсолютно понятно. Вы послушайте, что я вам расскажу. Корейцы появились в Узбекистане и других республиках Средней Азии в 1932 году, когда их депортировали с российского Дальнего Востока. Надо понимать, как корейцы оказались на Дальнем Востоке. Ну, во-первых, нет на земле таких границ, которые строго бы разделяли народы. Какая-то часть одного народа живет по эту сторону границы, какая-то часть народа живет по эту сторону границы. Поэтому часть корейцев жили на Дальнем Востоке еще до того, как эта территория стала принадлежать Российской империи. Но в начале 20 века Корею оккупировали японские захватчики. И смывательство над корейским народом достигли такого пика, что очень многие люди сочли за благо бежать. А куда бежать? Перенаселенный Китай? Нет, бежали через Китай, бежали в Россию. Россия их приняла хорошо, дали землю, корейцы легко находили работу, все у них складывалось нормально. И революцию они восприняли как-то более-менее спокойно. Но в начале 30-х годов начался военный конфликт между милитаристской Японией и Советским Союзом. И кому-то из наших светлых голов, военачальников, пришла в голову мысль, что корейцы слишком уж похожи на японцев. Послушайте, вы помните фильм «Мимино», когда, кажется, японцы заходят в лифт, а там стоит, ну, собственно говоря, сам Мимино и Фрунзик Микрочан. И они смотрят на этих двух кавказцев и говорят, как эти русские только различают друг друга. Понимаете? Грузина и армянина. То же самое с Дальним Востоком. Конечно, корейцы и японцы сильно отличаются на лицо, равно как и китайцы. Как и китайцы и другие народы, живущие в Юго-Восточной Азии. Это нам порой трудно их отличить. Так вот, корейцев заподозрили, что они якобы вдруг начнут работать на японскую разведку. Эти подозрения очень сильно оскорбили корейцев. Потому что для корейцев именно японцы были, пожалуй, что самыми большими врагами. Тем не менее, приказ на депортацию они тоже восприняли достаточно спокойно. Вот мама иногда наказывает. Она же не всегда бывает права. Для корейцев Россия оказалась родиной-матерью. И они послушно переехали в Среднюю Азию, и в том числе в Узбекистан. Вот такая нарезка характерна для корейской кухни. Ведь в Корее всю еду едят палочками. Ну, почти все. Есть у них еще и ложки на длинных таких ручках. Так вот, продукты, нарезанные соломкой, палочками есть гораздо удобнее. Однако сейчас нам необходимо вот это мясо посолить, приправить и дать ему слегка подмариноваться.
Соль, немного черного перца, немного кориандра. Нарезанный зубчиками чеснок. Ну и лук. А как же готовить мясо без лука? Наверное, вы догадываетесь, что корейская еда – это еда с характером. Она бывает достаточно острой. И я хотел бы этой остротой выделить именно вкус мяса. Я добавляю к мясу нетрадиционную для Кореи аджику. Но я совершенно точно знаю. Вот отвези эту аджику Махеев в Южную Корею и дай им попробовать. И повара охотно начнут ее использовать. Потому что корейцы вообще люди такие, которые умеют приспосабливаться. Вот они, когда приехали в Узбекистан, земля там благодатная, но не приспособленная для того типа хозяйства, который вели корейцы на Дальнем Востоке. Все другое. Растения не такие растут. Нет морепродуктов, нет водорослей. И они приспособились готовить корейскую еду из тех продуктов, которые давала узбекская земля. Вот, скажем, самый популярный корейский салат – морковочка, морковча, как говорят в Узбекистане. Знаете, ведь в Корее этого салата не знают. Там не готовят салатов из морковки. В Узбекистане, да и теперь по всему бывшему СССР, наверное, один из самых любимых салатов. Любимая закуска. Накроем крышечкой и пусть помаринуется перед обжариванием. Минут 10-15. Точно так же необходимо подмариновать капусту. Впрочем, что я говорю? Не точно так же. А прием просто хорошо знакомый очень многим. Капусту необходимо сначала посолить, а потом пожамкать руками. Так, чтобы она сок пустила. Польем капусту соевым соусом и добавим буквально капельку кунжутного масла для запаха. Мясо, замаринованную свежую капусту и даже немного кимчи, или, как говорили наши корейцы, чимчи, я буду жарить. Но есть еще кое-какие продукты, которые тоже необходимо замариновать, хотя жарить я их не буду. Огурцы немного присаливаем и перчим. Сначала сладким перцем, а еще немного острого перца. Вот это уже для жгучести. Дольем немного хорошего оливкового масла. Перемешаем и пусть постоят. Можно даже накрыть крышкой вот так вот этот тазик и потрясти как следует. Эх, ну вот, извозился. Теперь нам понадобятся яйца. Ну, примерно по одной штучке на каждого едока. Посолить. Немного поперчить. И взбить до однородности. И начинаем жарить. На сковородку немного растительного масла. И посмотрите, как я наливаю. Я беру примерно полполовника и наливаю не сразу его, а вот так вот, постепенно растягивая яйцо по всей поверхности сковороды. Омлетик должен получиться тоненьким. Первый готов. Немного масла на сковородочку добавим. И следующий.
А тем временем нарезаем лапшой первый омлет. Доливаем еще немного масла для того, чтобы можно было пожарить мясо. И прямо в масло я опускаю продукт, который, может быть, некоторым из вас не знаком. Это ферментированная соевая паста. Вы пойдите к тем тетушкам-кореянкам, которые в любом российском городе сейчас непременно продают корейские салаты. Вы спросите, они вам либо покажут, где купить, либо продадут. Ферментированная соевая паста тяй. Запомнили? Зашипела, зашкварчала, запахло вкусно-вкусно, невероятно вкусно восточной едой. И засыпаем все мясо вместе с луком. Если бы это мясо жарили в китайском ресторане, то его жарили бы на более сильном огне, и оно было бы уже готово. А если мы жарим по-корейски, то жарить следует несколько осторожнее, на чуть менее сильном огне. И посмотрите, видите, тут среди мяса образовался соус. Это мясо немного сока выпустило, лук соус выпустил, и ферментированная соевая паста. Все вместе это дало очень вкусный соус. Мясо уже готово. Мясо переготавливать не надо ни в коем случае. Вот посмотрите. Вот видите мясо? Оно раз и разваливается на кусочки. То есть оно уже полностью готово. Будете жарить его дальше, оно станет только тверже, суше и превратится в нечто невкусное. Пожалуйста, я вас прошу, берегите мясо. Мясо очень ценный продукт. Здесь белок, здесь все витамины, здесь все, что необходимо для организма, если не считать вот этих овощей. Выкладываем мясо и даем ему хорошенько остыть. Нарезаем остывшие рулеты из яиц лапшой. Вот теперь можно обжарить капусту и другие овощи. Обжариваем капусту наскоро. Она должна только нагреться, и соевый соус должен подсохнуть и прилипнуть на эту капусту. Этого достаточно. Когда корейцы оказались в Узбекистане, большинство из них продолжило заниматься тем, что умеют. Корейцы очень знатные огородники. Я лет 15 назад бывал в Корее. Удивительная картина. Море и скалы. И вот от этих скал вдоль всей дороги в море уходят такие насыпные языки. И поверх этих языков теплицы. А возле каждой теплицы 3-4 такие весьма приличные машины. Это крестьяне приехали работать. Понимаете, земли нет. Море есть, скалы есть. Они насыпали и выращивают. И продукты в Корее такие замечательные, каких я в ту пору и в Узбекистане не видел. А в Узбекистане земли было вдоволь. И реки шли. Например, в Ташкентской области хорошая река с
чистой, прохладной водой черчит. Знаете, удивительно, плов в Узбекистане – это такое основное блюдо. А рис в ту пору в Узбекистане был дефицитом. Именно поэтому плов люди могли себе позволить готовить, не знаю, раз в месяц. Может, потому плов и стал праздничным блюдом, что его ели отнюдь не каждый день. Так вот, корейцы принялись выращивать рис по известным им технологиям, и они засыпали Узбекистан рисом. Немедленно председатели колхозов, директора совхозов стали получать звание Героя социалистического труда. И ордена. Колхозы стали жить очень богато. Ну а в 70-е годы, когда я уже вполне сознательно смотрел на мир, поговаривали, что среди корейцев образовались даже какие-то первые советские миллионеры, которые заработали эти миллионы рублей в советское время вполне легально. Я расскажу вам как. В то время кое-где в Узбекистане еще оставались нераспаханные земли. Самые неудобные. Корейцы выясняли, кому принадлежит эта земля, какому колхозу либо совхозу, и предлагали свои услуги. Они говорили, давайте мы вам на этой земле сад вырастим. Им разрешали. Знаете, какая почва в Узбекистане? На ведро камней, если вот пригоршня хорошей земли найдется, так вот, корейцы распахивали эту землю, выносили в своих подолах, в фартуках вот эти камни, выбирали их. А камни продолжают выходить еще года 3-4 из земли. Ты ее распахал, снова камень вылез. И все эти камни по обочинам. Из этих камней получились неплохие дороги. А вот здесь, промеж будущего сада, промеж деревьев, они сажали лук и морковку. Где-то находили воду, бурили артезианы, оплачивали деньгами из своего кармана. А потом на все лето вот эти будущие миллионеры забирали свои семьи, всех родных дома, если одну молодую женщину и одну старуху оставят с детьми. А все остальные там, на поле, жили в шалашах, жили в палатках, вкалывали буквально как проклятые и выращивали отличный урожай. В Узбекистане перестал быть дефицитом лук, чеснок, какие угодно продукты. Очень много выращивали корейцы и очень быстро становились богатыми. Но вы посмотрите, какая судьба у этих людей. Где-то в 1905-1907 году они перебрались в Россию. Разумеется, голыми и босыми, все бросив в Корее. Здесь прожили только 25 лет на Дальнем Востоке и снова переселение. Вот здесь уже в Узбекистане, где им уже повезло жить 70-80 лет мирно, спокойно, они показали, на что способна эта нация. Какая-то трудолюбивая нация. Они стали примером для подражания. Корейцев уважали все народы. И русские, и татары, и немцы, и узбеки. Кто угодно. Все уважали корейцев за их трудолюбие. Ну вот, сок от кимчи почти что подсох. Можно выкладывать. Корейские кафе, столовки стали появляться уже где-то во второй половине 80-х, когда были разрешены кооперативы и кооперативные кафе. Готовили там еду довольно специфическую, и поначалу в такие кафе ходили, может быть, только сами корейцы. А постепенно потянулись и другие народы, и другие национальности. Корейские салаты, закуски стали известны еще и раньше. Корейские старушки, пожилые женщины, занимались этим, продавали их на базаре, изготавливали дома и продавали на базаре. Но когда появились кафе и рестораны, и люди распробовали корейскую еду, она немедленно стала буквально номером один в Узбекистане. Вот как сейчас узбекская еда популярна в России, точно так же корейская еда была популярна в Узбекистане. И я думаю, что не ошибусь, когда скажу, что все-таки самым главным, самым любимым корейским блюдом в Узбекистане стало именно кукси, которое мы сегодня с вами и готовим. Не надо слишком долго жарить перец. Он должен сохранить свой характер.
он должен сохранить свой хруст. Это баклажаны, нарезанные ломтиками баклажаны. Их надо посолить, но вовсе не для того, чтобы удалить из них какую-то мифическую горечь. Та горечь, которая была свойственна баклажанам лет 20-30 тому назад, исчезла вместе с теми сортами. Сейчас новые сорта, они не горчат, но посолить надо для того, чтобы баклажан немного выпустил влагу. А когда разрешили частное предпринимательство, свободный бизнес, очень многие корейцы оказались довольно умными, толковыми бизнесменами. Знаете, при этом большинству из них удалось сохранить свое лицо. То есть вот деньги их не испортили. Наверное, потому что корейцы знают, как деньги приходят, точно так же легко и уходят. Корейцы люди чрезвычайно азартные и склонны к азартным играм. Это, пожалуй, что единственный, но главный их недостаток. Но в ряду достоинств корейцев я могу отметить необыкновенную вежливость и почитание старших. Вы знаете, корейцы сидят если за столом, то разливать, будь то чай, будь то что бы то ни было, должен младший, кто находится за этим столом. Если младший наливает старшему, то непременно должен это делать двумя руками. То есть, понимаете, вот, например, бутылка, и он ее держит двумя руками, как бы символизируя, что ты такой великий человек, что тебе надо наливать из самых великих бутылок, которые только двумя руками и удержишь. Корейцы относятся к алтайской группе народов, к той же самой, из которой вышли все тюрки. И знающие люди говорят, что очень много однокоренных слов в тюркских языках и корейских языках. Конечно, язык-то теперь звучит совершенно иначе, да и алфавит у них другой. Кстати говоря, с алфавитом вышла такая история. Долгие годы корейцы писали иероглифами, китайскими иероглифами. А вот этот корейский алфавит был придуман относительно недавно. Изначально его называли женской азбукой. Ну, типа, легко запомнить, даже женщина справится. Конечно, корейские женщины сильно умнее, чем это представляли себе корейские мужчины. Например, кореянки, я могу вам сказать, что одни из лучших бухгалтеров. Бухгалтера, кассиры, бери кореянку и не прогадаешь. Ну и насчет алфавита. Ведь в конце концов вот эта женская азбука и стала корейским алфавитом. Есть еще один продукт, вокруг которого ведутся споры. Во-первых, не все кладут его в кукси, а во-вторых, некоторые кладут в сыром виде, а некоторые жарят. Я говорю о редиске. Так вот, я, пожалуй, что редиску слегка обжарю. Мне бы хотелось, чтобы вы правильно понимали, сколько времени жарятся все эти продукты. Вот капуста и баклажаны жарились долго, минуты по 2, по 3. А все остальные продукты буквально по минуточке. Ну и самый последний продукт, который мы сегодня тоже должны обжарить, это острый перец. Вот его сколько. И жарим мы его совсем 30 секунд. Только чтобы он масло понюхал. Если жарить его долго, во-первых, он цвет свой прекрасный потеряет, а во-вторых, сделает блюдо чрезмерно острым. И, наконец, самый главный продукт сегодняшнего блюда – это очень тонкая лапша. Лапша из простой пшеничной муки, соли и воды. Все
Все, ничего больше для корейской лапши не требуется. Я использую готовую лапшу, магазинную, но никто не запрещает приготовить свою, домашнюю. Лапша всплыла, плюс еще полминуты. Рядом с кастрюлей кипятка непременно должна стоять ледяная вода. Ну и теперь косы, в которых подают корейское кукси. Вот это традиционное, хорошего, правильного размера. Это тоже хорошего, правильного размера. А понемногу, по чуть-чуть кукси не едят. А теперь надо понять, что кукси – это блюдо-конструктор. Каждый, в принципе, может попросить, что ему класть, а что нет. Но я положу все. В самый низ я положу, по ложечке капусты. А всего нужно класть ровно по ложке. Баклажаны. Болгарский красивый перец. По чуть-чуть редиски. Конечно же, мясо. Немного лапши из яичного омлета. Огурцы, подмаринованные огурцы. А вот острый перчик только по просьбам. Кому положим, а кому нет. И вот теперь заливаем кукси мури. Вот столько, я думаю, хватит. А кто попросит, можно еще добавить. Среди прочих качеств есть еще одно, характеризующее корейцев. Каждый из них в отдельности и нация в целом считает себя несколько умнее других окружающих народов. Иногда это оправдано. Например, потому что корейцы – единственный народ в Юго-Восточной Азии, который умеет есть металлическими палочками. Попробую и я. Вот и ложечка корейская пригодилась. А ну-ка, с огурчиком и острым перчиком удастся ли донести до рта? Видите, я тоже очень умный. У меня тоже получается есть по-корейски. Это все потому, что у меня было и есть очень много хороших друзей корейцев, которым я сегодня передаю привет. Также я передаю привет тем, кто любит корейскую еду, как и я. Ну а тем, кто еще никогда не готовил корейские блюда и не пробовал их, я настоятельно советую. Приготовьте по этому рецепту, а корейские закуски можно купить и готовые. Только имейте в виду, что по корейскому обычаю их должно быть нечетное число. 5, 7, 9. Для королевского стола 11. У нас сегодня 9 корейских закусок и отличная кукси. Приятного аппетита! Дорогие друзья, буквально 5 минут о моих книгах. Вот эта книга составлена по заявкам
теле- и радиослушателей. То есть вы выбрали рецепты для этой книги. Все рецепты, которые собрали наибольшее количество лайков в Ютубе, которые собрали наибольшее количество подписчиков, которые собрали наибольшее количество просмотров, вошли в эту книгу. 75 моих лучших рецептов. Все самое лучшее, что имеет, так сказать, кулинария Сталика Ханкишиева в одной книге. Каждый рецепт имеет QR-код. Вы можете прочитать, все очень подробно написано, фотографии каждого шага, как что делать, а потом еще и посмотреть на ютубе и задать мне вопрос, если вам что-либо непонятно. Очень интересная книжка «Счастье кулинара». Она во многом автобиографическая. Здесь о еде моего детства, о том, что мы готовили с супругой, когда были молодыми, о том, что мы любим готовить сейчас. Это пончики и кремль, это то, что я любил очень в детстве. Это малосольный огурчик, это то, что я любил, когда мне было лет 30-40. Знаете, да, почему? А вот это, например, апельсиновый сок, но это все только для красоты. Потому что дальше идут какие-то бифштексы, какие-то очень интересные блюда. Например, такая вот каша рисовая, которую не грех подать на Пасху. Книга «Мангал». Сейчас начинается летний сезон, сезон шашлыков. Все, что необходимо знать про шашлык, написано в этой книге. Вы научитесь готовить шашлык лучше, чем повара во многих ресторанах. Книга «Казан, баран и Дастархан». Все о том, как готовить баранину. От ее разделки, от того, какую часть туши на какое блюдо отправить, как его пожарить, сварить, потушить, запечь, что угодно. Ох, моя самая первая книга «Казан Мангал» продается уже 17 лет, продано более миллиона экземпляров. Люди очень любят эту книгу. Одна из моих самых новых книг – это «Кухня чеченского народа». Если кому-то уже поднадоела узбекская кухня, поднадоела азербайджанская, вот перед вами Кавказ. Вот еще кое-что вкусное, вот еще кое-что очень интересное, вот еще кое-что очень необычное. Великолепный подарок не только выходцам с Кавказа, но и русским людям. Очень интересно. Книга «Плов», книга «Казан». Эти две книги, пожалуй, что мои главные книги, главный труд. Я в них вложил труда неимоверно. Знаете, как они сделаны внутри? Таких книг я не видел, что кто-нибудь еще делал такие книги. Ну, фотографии, ладно. Фотографии я всегда делаю сам, всегда стараюсь сделать их роскошными. Но здесь написана эта книга так, что не приготовить по ней невозможно. Все, что вы будете готовить, будет получаться точно так же, как у меня, потому что каждый рецепт имеет необычную структуру. Во-первых, здесь указано, какая температура должна быть в казане, сколько минут должна продолжаться та или иная операция. Каждый шаг описан очень подробно, на каждый шаг фотографии, и на каждый шаг вот здесь внизу написано, почему необходимо поступать именно так, почему надо готовить именно так, а не иначе. Эта книга получила что-то вроде кулинарного Оскара. Первое место на конкурсе, на всемирном конкурсе кулинарных книг в Пекине. В соревновании принимало участие 1200 книг из 210 стран. И я вот с этой книгой получил первое место. Книга «Плов» не хуже. Здесь, если вы после этой книги не научитесь готовить плов, я сильно удивлюсь. Точно такая же структура. Что делать? Фотография, какая температура и подробное объяснение, почему надо готовить именно так. Все возможные пловы на все возможные вкусы. Но если вы покупаете книгу «Счастье кулинара» и книгу «Плов», книга о марокканской кухне, кухня, о которой вы практически ничего не знаете, но это очень вкусная кухня, которая готовится из тех же самых продуктов, что есть у нас, из тех же самых специй, что есть у нас, и готовится зачастую гораздо проще, чем наши любимые блюда в казане. Вы откроете для себя буквально новую страницу в кулинарии. Книга «Счастье кулинара», книга «Плов». За эти книги вы платите, а эту книгу я вам дарю. То же самое я сделаю для тех людей, кто купит книгу «Мангал» и книгу «Казан». Вместе две книги, пожалуйста, а книга «Таджин» и «Кускус» бесплатно. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, книгу «Казан» и книгу «Плов» вместе, разумеется, тому книжка «Таджин», «Кускус» бесплатно. Если кто-то захочет купить не одну книжку про чеченскую кухню, а сразу три, одна бесплатно.
Заходите на мой сайт stalik.ru. Теперь это эксклюзивный продавец моих книг, потому что только здесь книги упаковывают так, как положено, и они дойдут до вас в целости и сохранности. Во-первых, вот такая картонная коробка для каждой книги. Это обязательно. Во-вторых, пузырчатая пленка. Вот там. И только потом уже пакетик, СДЭК, почта. Выбирай. Все доходит очень надежно. Добро пожаловать в магазин stalik.ru.